С сегодняшним оперативным обновлением меня не покидала мысль о том, что где-то я это уже видел. Например, вот здесь, или здесь, а может быть вот здесь, или вот здесь. Но даже несмотря на это, новый контент все равно успел появиться с очередным оперативным обновлением. Поэтому давайте обсудим все то, что мы успели получить за прошедший четверг. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Охота за сокровищами наконец-то добралась до нас, и теперь мы понимаем, что она из себя представляет, мы понимаем, как она работает, и на самом деле здесь действительно нужно было попробовать самостоятельно, ибо пытаясь это как-то продемонстрировать или банально объяснить, все равно было бы множество вопросов. При входе в игру каждый из пользователей получает определенный вид сокровища, насколько я понимаю, многие получают именно что стандартное сокровище, но есть шанс и на другой тип, либо особый, либо большой куш. И тем самым это самое сокровище занимает первую ячейку из 4 доступных, о которых мы говорили буквально в предыдущем ролике. У нас доступно 4 ячейки, одна из которых занимается нашим сокровищем, которое мы получаем за вход, тогда как 3 остальные мы можем заполнить ячейками соперников. И вот здесь самый главный момент, друзья. Если вы еще не сильно погружались во всю эту тему или банально не до конца понимаете, как это все работает, здесь очень важно не поторопиться и не наделать лишнего. Дело в том, что после того, как вы заполните все 4 доступные ячейки, вы не сможете их как-либо изменить или же обнулить. Они будут обнуляться самостоятельно спустя определенное время. Например, в игре установлено 2 недели, то есть через 13 дней. Вплоть до этого момента вы никак не сможете изменить свои ячейки, которые вы уже заполнили. Итак, с этим вроде разобрались. Теперь, какими же лучше сокровищами заполнить свои ячейки? На самом деле, любыми, кроме стандартных. Обратите внимание, что каждый тип сокровища имеет свою определенную расцветку. Стандартные сокровища имеют синюю расцветку, тогда как особенные розовая и большой куш желтую. Сокровища мы получаем после каждого матча с любым из соперников, вне зависимости от режима, в котором вы играете, будь то дивизионные, ивенты и прочие матчи. Поэтому тщательно обращайте внимание на то, какие ячейки представлены у каждого из соперников, и не берите те, что покрашены в синий цвет, потому что это самые стандартные, и награды там минимальнейшие. Нам нужны либо золотые, где присутствуют крутки на пак, о котором мы поговорим чуть дальше, либо особенное сокровище, которое содержит определенные предметы, которые больше нигде не встречаются, и, скажем, этакий эксклюзив. Но, конечно, круче всего было бы забрать именно что большой куш, потому что там и монеты вроде как встречаются, и крутки на пак. Ну и после того, как вы заполнили свои ячейки, вы заходите и смотрите поподробнее, что они из себя представляют, и вроде как там должно быть написано, что вам нужно забить определенное количество голов, сделать-то вот это, сделать вот то, тогда вы закроете ячейки, получите свои награды, и в общем-то все будут довольны. И еще вчера я задавался вопросом, на что же пойдут эти самые крутки из сокровищ, потому что их анонсировали еще во вчерашнем анонсе, во вчерашнем трейлере, и не совсем понятно, ради каких круток мы будем играть. И сегодня мы получили ответ на этот вопрос, поскольку вместе с сокровищами был добавлен отдельный эпический набор. И вот здесь-то вот как раз таки и начинается вся эта тема с повторением контента, потому что если вы обратите внимание на игроков, которых раздают, то заметите Франка Барре, которого раздавали вроде как в прошлом году, или, например, Рауль, которого мы упоминаем уже 3-й раз за последние несколько месяцев. Сначала бигтаймовский пак, потом отдельный эпический пак в рамках 26-й части, и вот теперь его прошлогодняя уже по сути карточка за мадридский Реал. Но стоит отметить, что эта эпическая версия самая лучшая из числа тех, что у него вообще были за все время. Ну и куда менее интересные Парк Джи Сун и Томаш Росицкий. И лишь одна единственная новая карточка, которая ранее не
не фигурировала в игре, это Фернандо Торрес. Но и здесь не все так однозначно, потому что моделька ничем не отличается от той, что была в прошлогоднем паке за Челси. Да и по цифрам в большинстве своем они очень даже похожи. Разве что у новой карточки чуть больше упор на скорость и имеется Acceleration Burst, что, конечно же, делает его чуть предпочтительнее в глазах многих, нежели предыдущую карточку. Ибо хочется верить, что именно ливерпульская версия будет чуть-чуть поживее, поактивнее и не такой деревянненькой, как версия за Челси. И вот как раз таки на данный пак мы и будем собирать крутки с различных типов сокровищ. Круток ожидается более чем достаточно, и все зависит от того, какой именно тип сокровища вы заберете. Ведь помимо самих ячеек, которые содержат эти самые крутки, крутки также можно будет получить за закрытие рядов. То есть раз ряд закрыли, два ряд закрыли, три ряд закрыли, и за это также сверху будете получать те же самые крутки. Но в то же время в паке присутствует и 250 футболистов. Привет старому доброму новогоднему паку, где было такое же количество футболистов. Ну и давайте совсем уж вкратце про оставшийся контент, тот, который мы получили и который еще успеем получить. Например, команда недели. Конечно, хотелось бы сказать, что вот новый сезон, новые лица, новые цифры, но по большей части не сказать, чтобы цифры все те же самые. Да, присутствуют где-то новые, где-то старые добрые лица, а присутствуют и те, кто в команде недели по сути на постоянке. Например, Килиан Мбаппе. Что вы думаете? Конечно же, рейтинг 101. Отличается ли он чем-то от своих предыдущих появлений за прошлый год в команде недели? Да не особо. Или, например, Педри, те же самые цифры, тот же самый буст. И складывается впечатление, что Konami банально боятся накидывать цифры поинтереснее для команды недели. И речь сейчас даже не про всю сборку из 11 футболистов, а хотя бы двойки-тройки футболистов, которые в этом паке присутствуют. Но это не единственный пак, который стал доступен после оперативного обновления. Также нам стал доступен еще один пак, который содержит также 11 футболистов. И это 11 лучших игроков по итогам прошедшего сезона английской премьер-лиги. Наверное, кроме отличительного дизайна, здесь отметить больше нечего, потому что по цифрам эти карточки также недалеко ушли от предыдущих карточек этих же самых футболистов, которые появлялись в прочих паках. В паках команда недели, в паках селекции и так далее. Спасибо и на том, что хотя бы для этих карточек сделали возможность накинуть им дополнительные позиции и накинуть навыки, потому что у меня были опасения, что это будут типа хайлайтовские карточки, как это было в летних паках по чемпионатам, когда также подводили итоги сезона. Ну и если вы пройдете ивент, связанный с этим набором на высоком уровне сложности, то сможете забрать селективную крутку и самостоятельно выбрать желаемую карточку из этого набора. И на понедельник у нас ожидается очередной эпический пак, и здесь мы опять продолжаем тему с повторяющимся контентом, потому что это сборная Италии, и все трое футболистов мы так или иначе, но тоже наблюдали, причем не так давно. Это Фабио Каннаваро, это Кристиан Вьерри и Алессандро Дель Пьеро. Причем, что забавно, Фабио Каннаваро по сути также появлялся в начале 25-й части в паке национальных сборных. Ну, правда, это было в октябре, но все-таки не так далеко от релиза 25-й части. И в этом году ситуация также повторяется. Опять Фабио Каннаваро, опять от сборной Италии, спустя 2 недели после релиза eFootball 2026. Вся разница лишь в том, что новая карточка получит отличительный навык, которого не было у прошлогодней карточки, также за сборную Италии. И вот такое вот у нас получилось оперативное обновление. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего увиденного. Что вы думаете касаемо охоты за сокровищами? Успели ли вы заполнить свои ячейки золотыми, розовыми сокровищами, то есть большим кушем, и особыми сокровищами соответственно? Также игроков с такими сокровищами вы можете попытаться найти в нашем телеграм-канале, ссылка на который присутствует в описании. Так сказать, поможем друг другу в охоте за сокровищами. Ну и не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал, если вы находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!